Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как закрепить ячейку для использования ее в формуле. И мы рассмотрим тонкости, а также какие у нас бывают виды закрепления ячеек и так далее. Первое, что нам необходимо посчитать, это стоимость проката коньков в Туле. Известно, что она 112% от Балашихи. Мы берем первое значение, умножаем на значение стулы, 112%. И если мы сейчас просто-напросто возьмем и протянем вниз, у нас будет ошибка за счет того, что ячейки будут смещаться, видим. То есть у нас получается прогрессия нарастающая. Если зайти в формулы, показать влияющие стрелки, у нас появится вот такая ситуация. То есть когда ячейка смещается. Чтобы закрепить ячейку, мы нажимаем F4 два раза. Мы нажимаем F4 дважды и получаем доллар перед строкой. Такая запись обозначает, что при протяжке вниз у нас значения будут умножаться все на ячейку D4. Теперь давайте подытожим. То есть, если у нас в формуле есть постоянная величина, на которую нам необходимо умножить, значит нам ее необходимо закрепить. При протяжке вниз по строке это значит доллар перед цифрой. При протяжке вправо или влево по столбцу это когда доллар перед буквой. Соответственно, сумму можно использовать сумма. Вот здесь справа. Выбираем формат ячеек общий. Вторая задача заключается в принципе тот же самый. То есть у нас есть теперь стоимость проката в Балашихе. И от этой стоимости нам необходимо сделать надбавку 112, 151, 142 и так далее. Здесь пример немного обратно. Зафиксировать цену и протянуть ее вправо по строке. Это означает, что доллар у нас должен стоять перед буквой. То есть, когда у нас доллар стоит перед буквой, нам необходимо нажать F4 трижды. Закрываем, протягиваем, заходим в формулы, далее выбираем влияющие ячейки и видим то, что в составлении этого результата у нас участвуют две ячейки. Это школьник с Балашихи, и соответственно Самара. Окей. Третий пример заключается в использовании смешанных ссылок. То есть здесь нам необходимо использовать закрепление как по строке, так и по столбцу. Если мы столбец протягиваем вправо, значит закрепление необходимо по столбцу. И соответственно, если строку вниз, закрепляем по строке. Нажимаем ввод, растягиваем вниз и растягиваем вправо и получаем результат. Видим, то, что у нас зафиксировался столбец при протяжке вправо, он не меняется. И также зафиксировалась строка при протяжке вниз и вверх, она также не будет меняться. И давайте посчитаем сумму. Нажимаем ввод и растягиваем вниз. Делаем ширину столбца, получаем результат. Отлично. Задача номер 4. Нам необходимо перевести килограммы в граммы. То есть при решении таких задач мы должны точно понимать, какая ячейка у нас здесь будет постоянная. Постоянной здесь является ячейка C4. C4. Окей. Пишем равно. Умножаем на C4, фиксируем ее по строке. Окей. Если пока сложно понять, где фиксировать по строке и по столбцу, можно использовать полную фиксацию ячейки. То есть это один раз нажатие F4. Если у вас не работает F4, можно попробовать FN F4 или же вручную ввести знаки доллара перед адресом ячейки. Они также будут работать. И следующая задача это определить количество полных лет на текущий год, если год рождения у всех разный. То есть мы выбираем первую ячейку, фиксируем ее по строке, минус вторая ячейка, которую мы не фиксируем. У нас получается результат. Итак, подводя итог всему вышесказанному, что мы должны понимать? То, что у нас есть абсолютные, относительные и смешанные ячейки. Смешанные по строке или смешанные по столбцу. При протяжке вниз мы используем фиксацию по строке. При протяжке вправо мы используем фиксацию по столбцу. На этом наше занятие подходит к концу. Всем спасибо большое за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока!